Всем привет! Вы на канале отдыха и путешествий Моторный Лайф. Пейзажи Закарпатья очаровывают в любой сезон. Но именно осенью, когда природа перекрашивается в огненные цвета, парки в Карпатах выглядят наиболее привлекательными для фотосессий. Недаром золотая осень считается самым лучшим временем для свадьбы, например. Куда поехать на запад Украины в осеннее время и в каких парках стоит побывать, смотрите в этом видео. Зимой лыжи, летом походы. А осенью что? А осенью все вместе. В первые месяцы осени считаются актуальными походы в горы. Солнце уже не жжет, а морозные ночи еще не начались. Так что это прекрасный период для покорения вожделенной вершины. Середина осени – идеальное время для релакса. Прогулки по лесным тропам, сбор грибов и ягод, ловля карпатской форели, отдых в банях, термальных бассейнах и чанах. Каждый сможет выбрать свой идеальный набор активностей для отпуска. Ну а в последний осенний месяц в украинских Карпатах уже открывается горнолыжный сезон. Запад Украины – популярное среди путешественников направление. Поэтому туристическая инфраструктура здесь развивается очень активно. Парковый или садовый туризм становится все более популярным. Середина осени – идеальное время для знакомства с таким видом туризма. Парк Шенберна – один из самых известных и красивых парков Закарпатья. Он отлично подходит для пеших прогулок, свадебных фотосессий, романтических свиданий. Заложенный парк был еще при жизни графской семьи Шенбернов. Тогда он был подлинным произведением искусства. Современный вариант полностью повторяет свой макет. Здесь есть главные ворота с башнями, которые встречают гостей, большое озеро, водяная мельница, 12 мостиков, символизирующих знаки зодиака, Кёльский сад с календарем друидов. Парк Деренивская купель. За час езды от Шенбернского парка находится этот, менее популярный, но от этого не менее прекрасный дендрологический парк комплекса Деренивская купель. Территория его занимает более 10 гектаров. Здесь поместились долина ирисов, огромный розарий, сады магнолий и сакур. В парке высажены тысячи цветов разных сортов и цветов. По количеству уникальных растений этот парк напоминает настоящий ботанический сад. Национальный парк Синевир. Название парка говорит само за себя. Главная его изюминка – озеро Синевир. Эта хорошая локация выпадает одной из первых при запросе, куда поехать в Карпатах. Купаться здесь запрещено, но для туристов есть места для отдыха. Окружает озеро густой хвойный лес, внутри которого прячутся буковые леса. Об этом месте на канале есть отдельное развернутое видео. Посмотреть его сможете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Парк санатория Карпаты. Идеальное место для длительного отдыха. Здесь можно объединить лечение в санатории с удовольствием от прогулок по местному парку. Он является памятником садово-паркового искусства. Кроме разнообразных ценных растений, среди которых тюльпанное дерево, сосна вейнутова, уксусное дерево, китайская глициния и другие, здесь есть источник целебной воды и небольшой пруд, питающийся из-под горных потоков. Главной изюминкой является охотничий дворец Шенбернов.
Парк Центральный в Мукачево. Хотя самая яркая достопримечательность закарпатского города – величественный замок Паланок. Внутри него работает филиал Закарпатского краеведческого музея, а во дворе устраивают зрелищные рыцарские бои. Так вот, кроме крепости, в Мукачево следует уделить внимание парку Центральный. На его огромной территории обустроены аллеи для прогулок, скамейки для отдыха, аттракционы для детей. Количество видов деревьев, растущих в парке, впечатляет. Закарпатье – очень живописный регион. Кроме всех перечисленных в этом видео, здесь есть множество других стоящих парков. Среди них Ужгородский национальный парк с пещерами и деревянными храмами, природный парк «Зачарованный край», Карпатский биосферный заповедник с невероятно красивым урочищем Кузий и другие. Но о них как-нибудь в следующий раз.